Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодняшняя наша серия – это серия со словами поздравления, со словами благодарности и, конечно же, с хорошим настроением. Поэтому обязательно нарезайте салатик оливье, обязательно делайте салатик с селедкой под шубой. Все, что вы любите на Новый год, но я вам сейчас расскажу сказочку. Да шучу я, никакой сказочки я не расскажу. Сегодняшнюю нашу серию я хотел бы начать со слов благодарности. Вы знаете, я хотел бы отблагодарить каждого зрителя нашего канала, потому что на протяжении стольких лет вы смотрите нас, вы комментируете, вы подписываетесь на наш канал, вы поддерживаете нас. Это очень важно. Я думаю, каждый из вас это понимает. Поэтому я от души хочу поблагодарить каждого зрителя нашего канала. Без вашей поддержки не было бы этого ничего. Ни нашего гаража, ни нашей всей этой техники, ни кразов, ни КАМАЗов. Этого не было. Я вам это честно говорю. Потому что все это содержать в надлежащем состоянии, в рабочем состоянии, это уйма времени, которое выделить в обычных условиях просто невозможно. Этим нужно заниматься постоянно. Чем, собственно, я и занимаюсь. Поэтому, друзья, каждому из вас огромные-огромные слова благодарности от меня лично и от нашего канала Custom Truck, который существует только лишь благодаря вам. Да, определенную долю вношу и я, но основная масса этого всего, что происходит, это, конечно же, ваша поддержка и ваши комментарии, и вот постоянная у меня мотивация. Ну и, конечно же, самое главное – это поздравления с Новым годом. До Нового года сейчас 13:00, кто-то смотрит чуть позже, кто-то раньше, но до Нового года осталось уже совсем чуть-чуть. У кого-то он уже, наверное, наступил там, возможно, в Новосибирске или Владивостоке, но тем не менее, всех вас я хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пусть Новый год будет наполнен только положительными эмоциями, пусть Новый год будет создан для того, чтобы каждый из вас добился чего-то большего, чтобы каждый из вас развивался, чтобы каждый из вас делал хорошие поступки и получал за это в 5 раз больше хорошей, позитивной энергии. Также каждому из вас хотелось бы пожелать крепчайшего здоровья. Это очень важное, знаете, как говорят, события в нашей жизни. У человека есть миллион проблем и одна проблема со здоровьем. И когда наступает одна проблема со здоровьем, то вот этот миллион проблем, он уходит на второй план. Поэтому каждому из вас крепчайшего здоровья, вам, вашим близким, потому что когда болеют наши близкие, то мы тоже страдаем, и мы тоже хотим им помочь, но не всегда это получается. Поэтому, друзья, каждому из вас я хочу пожелать крепчайшего здоровья. Это очень-очень важная деталь нашей жизни. За этот год мы сделали очень много интересных проектов. Да, кто-то из вас скажет, что много проектов заброшено, но на самом деле, если мы проанализируем все, легко увидеть то, что недоделано, но сложно заметить то, что сделано. За этот год у нас сделан очень крутой проект «Эвакуатор». Все наши проекты, они используются, они постоянно нам помогают, выручают нас, можно сказать, повседневно. Так вот, был построен сложнейший проект, это проект «Эвакуатор». Это проект, который отнял очень много времени, порядка 6-7 месяцев. Но самое главное, что он завершен, он постоянно используется, вы все это знаете. Это очень классно. Не забываем, Volvo «Эвакуатор», очень крутой проект. Также был восстановлен Митяй, полностью сделан. Он стоял у нас брошенный в кустах, но теперь он стоит у нас как своеобразный такой памятник в память моего дедушки Митьки, который работал на этой технике очень много лет и съездил там, я уже не помню, порядка 3-4 таких тракторов полностью с нуля ему выдавали. Мне так кажется, он рассказывал. Вот, я думаю, что параллельно, знаете, как в колхозе, весной ты работаешь на тракторе, гусеничном пашешь, там, летом ты на комбайне, потом на грузовике, на газончике и так далее. То есть в колхозе на всей технике ездишь обычно. Вот, поэтому еще один проект был восстановлен в этом году, полностью восстановлен. Вот, также был проект БРДМ, который тоже полностью затюнингован, красавец, мы даже поплавали на нем, это тоже
завершенный проект, можно сказать. Наш проект Мазокран, который тоже стоит, да, не покрашен еще, но он был полностью тоже восстановлен из хлама. Мы его достали, можно сказать, вот, и полностью привели в надлежащее состояние. И сейчас он на ключе, ты просто вот брынь завел и можешь пользоваться краном. Это многого стоит, друзья, на самом деле. Наш проект Зилотах, мы тоже с ним продвинулись. Да, медленно, но продвигаемся. Проект сам по себе очень сложный, было тяжело разобраться с бензонасосами нам. Ну, вот покупаешь бензонасос, меняешь, вроде бы должен работать, не работает. Покупаешь дорогой насос, и вот нам не повезло в этом моменте. И не повезло с дорогим насосом. Это, ну, случай 1 на 1000, наверное. Ну, вот он произошел. Ну, бывает такое. А я начинаю рыть в другую сторону, и это было ошибкой. Ну, да ладно. Сейчас, кстати, тоже снимаем с ним серию. Хочется выскочить на трассу, попробовать, как эта машина едет по трассе. Но это мы, когда будут хорошие погодные условия, мы обязательно это сделаем. Мы также достали Прагу из прошлого, да, мы на ней накатались, мы ее испытывали. Она и утонула 2 раза, но мы получили, как и вы, я надеюсь, тучу положительных эмоций, которые, ну, незабываемы. То есть мы даже сейчас где-то с пацанами вспоминаем, как это было, ну, это очень классно. Поэтому Прага тоже у нас участвовала в нашей повседневной здесь веселухе. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть интереснейший проект. Это утопленный ЗИЛ. История его покупки просто безумнейшая. Он был куплен вот так вот в преддверии Нового года. Вот представьте, вам звонят сейчас, не хотите ли купить ЗИЛ. И нужно вот так принимать решение. И решение, естественно, было принято. Мы тоже сейчас находимся в процессе его восстановления. Как выяснилось, вы сами знаете, что проблем очень много по машине. Приходилось и мотор капиталить, и технически очень много нюансов восстанавливать. Но, тем не менее, эта машина на ходу, эта машина уже испытана. Сейчас осталось нам только лишь привести внешне ее в хорошее состояние, также там чуть-чуть доработать проводку, электрику, там, ну, буквально мелочевку всякую. Потому что, на самом деле, машина очень сложная, машина, все там датчики есть, и блокировочки, все. Горит, моргает очень много. У нее 2 системы реализованы электрические, 24 вольта и 12 вольт отдельные, с отдельным генератором на 24 и отдельным генератором на 12 вольт. Вот. Машина интереснейшая, машина, которую, ну, нельзя было не купить. Вот. Поэтому с ней тоже было очень много проделано работы. Вы все знаете, что такая техника, которая эксклюзивная, она доставляет еще больше хлопот. Запчастей не найти, все ищешь через знакомых, через сайты непонятные. В общем, тоже достаточно все это сложно и отнимает очень-очень много времени. Во что-то уперся, остановка, нужно пробовать другим чем-то заниматься. Пришли запчасти, возвращаешься обратно. Ну, без этого никак. Наш проект Автодом, много кто спрашивает Автодом. К сожалению, вот мы тоже по нему продвинулись. Было снято 2 серии, там, по-моему, да. Полностью вся веска у него готова. То есть он осталось сделать внутрянку, но я это своими силами не могу сделать. Там нужно опыт, оборудование, чтобы заниматься с деревом, нужно быть тоже в этом профессионалом. Я бы смог это сделать, но это займет очень много времени. И лично для меня, ну, хочется, чтобы это сделал человек с опытом. И я знаю, что он сделает хорошо и будет красиво. Надеюсь, что он нас смотрит. Саша, пожалуйста, надо делать Автодом. Уже Саша говорил, сделает в мае, но не говорил, какого года. Поэтому, ну, мы не можем ему ничего предъявлять. Да и не будем мы предъявлять. Автодом тоже строится. Хотелось бы оперативней, но пока что никак. Недавно мы приобрели еще один проект. Это МАЗ. Его ждет необычная история. Не думайте, что я там пойду на дальнобой или буду ставить там на него мосты и делать полный привод. Нет. Его ждет необычная история, о которой вы узнаете чуть позже. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и смотреть наши видео, чтобы потом в комментариях не задавать глупые вопросы. Многие из вас скажут, что мы его купили там металлолом.
Да, это так и есть на самом деле. По этой машине очень есть важных два нюанса. Он нам обязательно нужен в компоновке без спальника. И важный момент, он 91 года, он не требует платить каждый год налог за него. Поэтому это важные факторы, которые повлияли на покупку. Говорю как есть. Вот. Ну а его состояние, оно, конечно, желает лучшего. И самая главная проблема, что на эту кабину нету новых кузовных деталей. Я заказал на Озоне, попробуем что-то примерять, посмотрим. Если получится у нас собрать, то будет супер. Если нет, то придется что-то мудрить, друзья. Вот. Так, ну это что касается МАЗа. Что касается Ханамага, да, было принято решение о продаже. Многие восприняли это, ну, скажем так, не очень в положительном ключе, но на самом деле я сам очень сильно переживаю по этому поводу. Даже сейчас вот выпал снег, было бы удобно им почистить. Но я сам мучаюсь, я переживаю, но нам нужно двигаться дальше, понимаете? Ну, да, можно было что-то другое продать, но, как кто-то писал в комментариях, нужно продать весь неликвид и купить что-то ликвидное. Так вот, неликвид, его невозможно продать. То есть проекты наши, которые неликвидные, ну смысл их продавать за 3 копейки, продать нету смысла. Вот, Ханамаг был продан, это решение было тяжелое, для меня сложное, но тем не менее мы обязательно купим что-то другого плана, мы купим лучше погрузчик. Ну, не конец света, что там на этом Ханамаге все закончилось. Нет, мы будем двигаться дальше, мы будем покупать новые проекты. И продажа определенных проектов позволяет нам покупать новые проекты и двигаться дальше. Вот. В том числе я хочу реализовать свою мечту о покупке машины для себя. Эксплуатация УАЗа, кстати, еще один наш проект тоже, который ремонтировался достаточно долго, порядка месяца мы там возились с ним. Эксплуатация УАЗа это, конечно, классно, но очень напрягает периодически. Вот сегодня в очередной раз замерзла дверь, и я не могу вылезти из УАЗа, представляете? То есть все, закрыл дверь, Юру забрал и закрыл, тоже не мог открыть пассажирскую дверь. Замкнул, отомкнул УАЗа, и все, моя дверь не открывается, пришлось вылазить через пассажирскую. Проехал чуть-чуть там, то ли она отогрелась немного, то ли что, я не знаю, и все начало работать. Поэтому УАЗ тоже такое себе, и хотелось бы его поменять на что-то более достойное. В том числе это и одна из целей продажи Ханамага. Ну, это что касается наших проектов. Возможно, я что-то подзабыл, ну, вы, я думаю, в комментариях меня прям поправите от души. Это вы любите. Но я абсолютно за такое, где-то я косячу, я не могу разбираться во всем. Я с радостью воспринимаю любую критику. Главное, делайте это без оскорблений. И я всегда к критике отношусь вообще с положительным абсолютно настроением. Это нормально. Я не идеальный человек, я могу где-то и что-то натворить, и что-то сделать неправильно. Это нормально, это наша жизнь. Вот, поэтому критика приветствуется, но ни в коем случае не оскорбляйте ни меня, ни родственников моих, ни тех, кого вы видите в кадре. Даже не оскорбляйте участников комментариев, это не стоит того. Вот. Всегда можно выразить свои чувства, мнения в хорошем ключе, образованном ключе и культурном ключе. Поэтому старайтесь так и делать, иначе буду отправлять в бан. Страшно? Да. Не бойтесь, все хорошо. Еще я хотел бы поблагодарить парней из нашей команды, Юру, Лешу, Диму, всех наших зрителей, подписчиков, которые периодически к нам приезжают помогать. Ребятки, всем от души огромное спасибо. К нам много кто приезжает. Я благодарен каждому. Переодеваются, берут с собой одежду и крутят с нами гайки. Но это же очень круто. Огромная благодарность YouTube за такую возможность поговорить с вами, поздравить вас. Это тоже многого стоит. Кстати, огромное всем спасибо за поддержку Лешиной покупки. Мы долго с ним мучились, что ему купить, но спешу порадовать вас. Он купил BMW пятерку. Вот. Все-таки мы решили, что не стоит сейчас нырять в семерку. Нельзя сразу вот так вот чик и получать мечту. Нужно чуть-чуть покататься на машине попроще. Я думаю, он покатается, привыкнет к ней. А потом подзаработает и купит себе
машину хорошую. Своеобразный такой подарок ему к Новому году. Ну почему бы нет? Парень молодой, стремительный, и он этого достоин. Он молодец. Я ему тоже хочу пожелать успехов в жизни, пусть у него все получается. Где-то с нашей помощью, где-то не с нашей помощью, но я надеюсь, у него все получится. Так что, друзья, еще раз всем огромная благодарность. Каждому из вас за поддержку. Это многого стоит. Вот. Вас еще раз с Новым годом, с наступающим Новым годом. Хорошего настроения. Пусть Новый год будет еще лучше. Пусть в Новом году наконец-то все преобразуется. Мы станем на новый лад, и все у нас будет получаться. И мы будем идти по жизни с хорошим настроением и крепким здоровьем. Это самое главное. Не забывайте от меня поздравить ваших близких, поцеловать жен. Наверняка им достается. Я постоянно вещаю с вашего телевизора, планшета или телефона. Так что женам тоже огромное спасибо, что они это терпят. А женам, которые приезжают сюда с мужьями, им огромный респект, отдельный респект. Все, я тоже отправляюсь домой нарезать оливье, колбаску, печенюшки, мандарины, все самое вкусное, что только можно позволить себе вот в этот промежуток времени. Вам я тоже желаю хорошего Нового года. Любите себя и любите своих близких, и все будет хорошо. Всем пока.